Здорово! На YouTube огромное количество видеороликов, в которых рассказывают, сколько мегагерц, сколько оперативы, сколько памяти у Steam Deck. Я не хочу тебе снимать такое видео, я хочу тебе рассказать о том, что такое Steam Deck в течение обычного дня. Рассказать о его плюсах, рассказать о его минусах, а в конце порассуждать об его актуальности и о главных вопросах к этому устройству. Поэтому наливай чаечек, присаживайся и погнали! А если это видео тебе понравилось или поможет с выбором, не забудь поставить лайк, а лучше сделай репост. Спасибо. Именно на таких, как ты, мой YouTube и держится. Да, если у тебя мобильное устройство, то начинаешь день, наверное, с проверки пабликов, телеграммов, имейлов и прочей фиганды. А я вот начинаю свой день с Дума. С Дума и прочих АА-тайтов вместо тупых Apple Arcade, вместо мобильного гейминга, который сейчас из себя ничего не представляет, и даже со стандартным звуком. Я к нему привык, играю по утрам без наушников. Ему, конечно, очень далеко до динамиков iPad Pro, но все же. Естественно, по понятным причинам у меня пропали игры, и из игрового остались только приложения Steam и Steam Link. Ну да ладно, встаем, гладим кота, ставим чайник и подключаем Steam Deck к монитору с быстрой зарядкой через BC. А зачем? А затем, что так можно, и тут это даже удобно, в отличие от того же iPad Pro с десктопным режимом, который непонятно зачем нужен. Даже без установки винды это полноценный рабочий ПК, в котором можно и детали на 3D печать отправить, что я и делаю, и в YouTube посидеть, и господи боже, в Word и Excel позависать. А пока наши детальки печатаются, я могу позависать в Warzone, но для этого нам нужно установить Windows. Дело в том, что античит-система Warzone не поддерживает работу из-под Linux, соответственно из-под SteamOS тоже, поэтому требуется установить Windows. Сделать это можно двумя простыми способами. Первый — это SD-карта. Просто устанавливаешь Windows на SD-карту, все так же работает, немного может подтормаживать большие какие-то данные, фотографии, тяжелые приложения, и загрузка игр будет немного подольше. Либо это Dual Boot, это когда две системы на одном SSD-шнике, но SSD-шник, внимание, должен быть не менее чем на 128 гигабайт. Поэтому загадка, дети, угадайте, кто купил Steam Deck на 64 гигабайта, а потом начал думать об установке Windows. Warzone на Steam Deck, то еще извращение, честно говоря. Во-первых, шрифты, ни хрена ничего непонятно. Во-вторых, значки, интерфейсы и прочая фиганда. Если ты не играешь на ПК, не с первого раза поймешь, что за предмет перед тобой. Ну да ладно. Я просто привередливый. На самом деле все очень плавно, все очень красиво, довольно-таки играбельно. И если бы все это шло из-под Linux, а не вот эта вся фиганда с виндой, то было бы все просто замечательно. Но все же есть но. Работа из-под Windows иногда немного раздражает туда-сюда перезагружаться, хотя занимает это доли секунды. И в целом приставка живет из-под Windows ничуть не хуже, чем из-под Linux. Возможно, какое-то время будет там различаться, минут 15-40, но все же терпимо. 2,5-2 часа она Warzone выдержит. Но основное время ты будешь проводить здесь, если, конечно, тебе нужен десктопный режим и немного сторонних приложений. Браузер, ютубчик, телега, что хочешь, можно установить сюда, и все будет работать просто отлично. За некоторым исключением, некоторые приложения, некоторые игры требуют установки различных библиотек, например, Atomic Heart. Поэтому сразу говорю, Atomic Heart и VK Play устанавливается, больше вопросов не задаем, сделать это несложно, все с помощью библиотек Windows потом взлетает, работает на средне-низких настройках, примерно 60 плюс кадров в секунду, или на средне-высоких настройках уже не более чем 30 кадров в секунду, иногда с просадками, но играется на отлично. А средне-низкие настройки это как в Hogwarts Legacy, там низкие настройки смотрятся отлично, а уж средние уж тем более. По моим наблюдениям, играбельность можно проверить по движку. Если это Unreal Engine, то примерно плюс-минус со средними настройками графики и нормальным FPS играть можно. Ну вот еще что необходимо тебе знать, потому что все это будешь брать с собой. Powerbank на 30 тысяч многоватт, на 20 тысяч самото, но обязательно, чтобы он поддерживал зарядку 45 Вт GAN. Наушники. Наушники есть такие, которые параллельно выводят два аудиоканала. Это прям клево, но я люблю AirPods. И, конечно же, кабель, который эти 45 Вт передает.
С собой будешь таскать тряпку, которым будешь протирать экран, который немножечко бликует. Антибликовое покрытие есть на 256 гигабайтных версиях, об этом немного позже. И, конечно же, флешка, а может даже куча флешек. А быстрых флешек, каких-нибудь V30, 190-150 мегабит в секунду на рынке огромное количество. Ты сам можешь посмотреть, чтобы у нас тут не было рекламы. Естественно, встает вопрос, как это все дело таскать. Первый вариант классический. Это чехол, который идет в комплекте. Чехол довольно-таки классный. Я знаю, зачем этот язычок, ребят. Я вот так вот положил, потому что мне было удобно, и я держал камеру. Есть в этом чехле такое отверстие. Чуть позже я покажу, зачем оно. А сзади есть вот такое вот отверстие, в которое можно засунуть стандартный блок питания и кабель. Или нестандартный блок питания и кабель. Это как тебе вот понравится. Но за все вот эти вот удобства, конечно же, нужно платить. Steam Deck по толщине в этом чехле даже не iPad с чехлом, и даже не iPad с чехлом, и не iPhone с чехлом, и даже не iPad с чехлом, и не iPhone с чехлом, и не Powerbank, а Powerbank вместе с Apple Watch с iPhone в чехле и iPad в чехле. Вот такие вот дела. Он реально огромный, и он нужен в целом для транспортировки. Поэтому, если ты привык с собой таскать рюкзак, этот вариант тебе пойдет. Он простой, лаконичный и не требует дополнительных вложений. Существуют даже специальные сумки через плечо и довольно-таки классно выглядят. Но кроме вот этого варианта, это я прям даже не знаю. Вот этот вариант самый классный. Это чехол, защищающий стики и экран от повреждений. Доделав свои дела, я захватил Steam Deck и решил прогуляться. Steam Deck заметил бариста и начал по нему задавать вопросы. Естественно, он положил болт на формальность и забыл сказать, что они не принимают гостей. И это я иду в минус 15 по улице как хипстер. Поэтому, несмотря на сказанное ранее, если ты нашел место, где ты хочешь поиграть, то из стандартного чехла, если у тебя рюкзак, доставать довольно-таки удобно. И убирать приставку тоже удобно. Тут и с размерами консоли нужна привычка. iPhone 13 Pro Max немногим более, чем экран у Steam Deck. А благодаря классическим джойстиковым хватам по краям и классическим размерам стиков, Steam Deck получается довольно-таки толстенькой приставкой, но к этому быстро привыкаешь. За удобство нужно платить, и это хорошая цена за то удобство, которое она дает. Запас громкости здесь довольно хороший. Если у тебя шумное место, можешь включить на полную, и ты будешь слышать все примерно в высоких частотах. Если у тебя тихое место, то на половине громкости довольно-таки будет прилично все звучать, но опять же, многого ожидать от этих динамиков не стоит, хотя расположение у них довольно-таки прикольное. Собираемся и идем дальше, но пока, и ты заметишь сейчас по картинке, я хочу обратить внимание на бликовость экрана. Экран по яркости довольно-таки хватает его, но он немного бликует. Если ты хочешь матовое покрытие, придется купить версию не менее чем на 256 гигабайт. Нужно ли это тебе или нет, не знаю, но стекло потом не наклеишь. Вот опять же, размер чехла в сравнении с iPhone в карман явно не положишь. Поэтому как таскать, решать, конечно же, тебе. Если у тебя есть 3D принтер, так вообще кайф. Там можно защиту для стиков распечатать, переноску для флешек, а я себе распечатал док-станцию. Рассказал я тебе много, но на самом деле хочется рассказать о логике устройства. А логика тут простая. Большинство вещей, которые у нас есть, мы всегда понимаем, наше это или нет, примерно за неделю использования. Некоторые вещи откладываются на дальнюю полку, некоторые вещи там продаются, отдаются или просто забрасываются. Со Steam Deck тут все проще. Steam Deck это устройство, которого нет аналогов. Оно закрывает какую-то нишу в твоей жизни. Это, конечно, будет геймерская ниша. Если ты не геймер, смотреть в сторону Steam Deck смысла, конечно, нету. Если ты не играешь игры, если тебе не нравятся компьютерные игры, а нравятся мобильные там, то смысла смотреть в сторону Steam Deck нету. Steam Deck в первую очередь показывает, что спрос на мобильный гейминг есть. И если бы это было, конечно, на iPhone,
На iPad там мы не будем считать, там 5 или там 10 тайтлов, которые завезли на iPad, типа Resident Evil, No Man's Sky и еще что-то там. И они себя в целом ничего не представляют, потому что все твои друзья такие в Steam: класс, добавляй в друзья, а ты такой на iPad: блин, я эту хрень за 5000 купил. Поэтому, в отличие от Nintendo Switch, от айфонов, от прочих устройств, это реально мобильный гейминг. Ты скажешь: блин, вот ты весь день проходил, а ничего не можешь сказать про 3 часа работы. 3 часа 30 минут в самых-самых нетребовательных играх типа Among Us. Мы будем говорить про 4 часа в тестах, но со временем аккумулятор у тебя просядет, и это будет 3 часа 30 минут, дай бог. Да, 3 часа 30 минут, а если ты играешь в Forza, то это 1,5 часа. А если ты играешь в Hogwarts Legacy, то это 2 часа 20 минут. Но этого хватает. На самом деле этого хватает. И ты домой приходишь не такой типа: блин, я всю дорогу проспал, в метро ехал, нифига не делал, в телефон втыкал или там сидел в галерею втыкал, а сейчас хочется поиграть, а времени уже нет. Нифига. Здесь ты приходишь домой такой: поставил и забыл, и занимаешься своими делами, потому что тогда, когда есть время на гейминг, ты реально можешь играть. И это очень классно. Время аккумуляторное рассчитано в целом хорошо, что я могу сказать по всей приставке. Вообще по всему, что здесь есть, можно сказать, что это сделано удобно. От вентиляторных вещей, типа здесь нету отверстий, потому что когда ты прижал ее к себе, она не подсасывает воздух, ей не было бы откуда подсасывать, она его подсасывает сзади. До джека 3,5 мм, вроде хренотень, у всех Bluetooth устройства есть из-за Apple и Samsung, который долго сопротивлялся и в итоге завез, но он есть, ты можешь подключить туда нормальные геймерские наушники, и микрофоны тут тоже есть, если не ошибаюсь, но это не точно. Но все работает, наушники через USB-C можешь подключить, все что угодно ты можешь сюда подключить. Можешь хоть как-то кастомизировать. Я уже говорил про кастомизацию с помощью 3D печати и вот такие классные вещички, которые здесь есть. И все здесь продумано так, что это устройство не дает компромиссов другим устройствам, кроме одного факта. Здесь очень дерьмовый экран. Правда, это очень дерьмовый экран, и я не могу тебе показать это, наверное, на картинке. Вот попробую его выключить. И на какой-то момент, когда картинка пропадет, здесь будут... Я забыл, как это называется. Это когда подсветка распределена неравномерно, и здесь вот такие засветки. Наверное, это засветки. В общем, самая большая проблема со Steam Deck — это засветки. Теперь об актуальности. Это самая главная проблема, когда ты покупаешь приставку и такой думаешь: блин, стоит ли ее покупать, потому что там RDNA 2, а сейчас это не самая последняя RDNA, может быть Steam Deck 2 будет еще лучше. На самом деле со Steam Deck 2 там все не так однозначно, и компания Steam, точнее компания Valve, она заняла хорошую позицию по поводу Steam Deck. Они говорят, во-первых, она стоит дорого, даже сейчас. Б, смысла наращивать мощности нету. В, это стоит улучшить текущее поколение. То есть, скорее всего, будет сначала примерно как там со свитчами происходит. Это будет Steam Deck V2. То есть, не версия, а Rev2. Ну, короче, ты понял, да? Это будет, по сути, вторая ревизия. Точно там завезут нормальный экран, точно там завезут более хорошие динамики. На самом деле с динамиками здесь примерно то же самое, что с экраном. Он хороший, экран смотрится. Когда нету конкретно черного изображения или конкретно однотонного изображения, что в играх не редкость, то смотрится нормально. Но если все это пропадает, да, смотрится дерьмово. С динамиками то же самое. Если ты играешь где-нибудь в автобусе, или в кафешке, или где-нибудь еще, то динамики норм. Если ты играешь дома, если ты играешь в тишине, то это дерьмо полнейшее. Опять же, сравнение хорошим с iPad Pro. Это
земля и небо. На iPad Pro просто шикарнейший. Ну да, там Dolby Atmos и все прочее. Но здесь же могли завести? Могли. Поэтому, если сомневаешься о покупке, не сомневайся, актуальность еще долго не потеряет Steam Deck. Единственное, что я бы тебе посоветовал, посмотреть самую актуальную ревизию. Чем ревизии отличаются, и при покупке смотреть на это. Потому что ревизии иногда могут сильно отличаться. Вот такая вот история получается. Надеюсь, тебе понравилось, и если у тебя остались какие-то вопросы, пиши их в комментарии. С тобой был Провальный, спасибо, что посмотрел. Пока.